алыча. Вот такая красивая. Возможно, именно на такой сорт алычи и была сделана прививка абрикоса «Черный принц», к которому мы сейчас подойдем в моем саду. А вот мы и у «Черного принца». Темные такие плоды, по 50-60 граммов. Довольно-таки большие плоды. Конечно, это не алыча, но он похож по цвету, как алыча. Темные, тоже фиолетовые такие плоды. Но крупные по сравнению с ними. С алычой где-то 60-65, а некоторые плоды в этом году даже до 70 грамм имели. Это первый год, когда мы получили урожай. Цвела очень красиво. Слива, абрикос, листья вот такие у них интересные. То ли больше сливой, по-моему, похоже. Вот. Весной очень красиво дерево было укрыто белыми цветами. Я сделала снимок, покажу сейчас. После цветения, которое длилось довольно-таки долго, где-то неделю-полторы, потому что было очень холодно. И после цветения вот завязались плоды, десятка 4 довольно-таки крупных, красивых плодов, где-то по грамм 65-70 даже некоторые были плоды. Очень вкусные, когда первый раз откусываешь кусочек, ощущение сока сливы, а затем мякоть, это как абрикос. Очень вкусное такое сочетание. Надо выразить благодарность тому, кто создал эту гибридную форму, скрестил абрикос с алычой. И молодцы, что сделали такое вот интересное испытание и получили хороший результат, потому что в последние годы абрикосы практически невозможно вырастить, потому что только начинает цвести растение, попадает во время цветения бактериальная инфекция через цветочек, и растение год-два пропадает, полностью высыхает. А тут получается, что это растение само себя опыляет, цветет очень красиво. Вот. И в принципе никаких особых болезней и вредителей нету. Листья здоровые, растение вот такое оно раскидистое получилось. Новые вот ветки уже в середине нарастают. Надо будет уже думать и о формировке. Вот красивое дерево и красивые вкусные плоды. Вот здесь плод тоже спрятался, такой красивый, вкусный. Вот такой он называется «Черный принц». Этот абрикос слива, то ли девочка, то ли мальчик, неважно, но очень вкусный. И хорошее дело сделано теми, кто его придумал. Поэтому пользуюсь возможностью, выражаю благодарность от тех, кто выращивает «Черный принц», абрикос, сливы «Черный принц». И благодарю за то, что создали вот такое устойчивое дерево против различных инфекций и устойчивое против болезней и вредителей. Это был «Черный принц» в моем саду, который в этом году дал первый обильный урожай. Ну а чтобы завершение было не таким пафосным, меня попросили: покажи, пожалуйста, еще сами плоды внутри и какая косточка. Косточка действительно похожа на абрикосовую косточку. Не пробовала внутри вкус, но вот сам плод очень вкусный, смотрите, красивый, как абрикос возле косточки, а верхняя часть как слива. Слива у нас их называют еще марабели. Сливки маленькие, это марабели. Ну, алыча по-литературному. Вот такие они плоды. Ну, а теперь точно заканчиваю свой рассказ под деревом и буду наслаждаться вкусом этих плодов. «Черный принц». Вот такой он красивый.